Юрий The Professional. Вы подписаны, колокольчик. 1400 человек в гонке с горы на велосипеде. 1400 человек. Господи, храни королеву. Ну давайте, пацаны, как говорится, поехали. Надо лайк, подожди, завести, а то забуду. Лайк поставил, поехали. Здравствуйте, мои дорогие зрители. Это гонка на горных велосипедах Мега Аваланж. Мега Лавина. Проходит во Франции, в Альпах. 1400 участников. Мы следим за Седриком Прюне, 17-летним французом. Он тут же падает в самом начале. Ругается, однако, по-английски. Но в самом начале здесь многие падают. Скользкий снег, неудобные совершенно камни. Сразу вам спойлерну, дорогие зрители, что Седрик приедет 13-м из 1400 участников. То есть спортсмен довольно-таки сильный. Сильный скрежет, то ли тормоза. Сзади Седрика скрипят зубами так. От боли, то ли что. Сложное начало в Мега Аваланж. Всего предстоит пройти 20 километров. По высоте же это будет 2600 метров перепад высоты. Мы находимся на горнолыжном курорте Альп-де-Юэс. Самый большой курорт во французских Альпах. В оригинале пишется Альпе-де-Хуэз. В нашем написании скромно Дьюэз. Время прохождения гонки считается автоматически транспондер-чипом. То есть физически обгонять других гонщиков. Ты вообще прикинь, как он упал, как он встал, как он, ты представляешь, как он ноги себе высадил. Что этими людьми движет? Напишите в комментариях, это же просто жесть. Конечно, не обязательно, и это очень травмоопасно. Вот еще один падает. Странные следы видны на трассе. Здесь вроде как ездят на велосипедах. Возможно, тот самый Йети. Его честь курорт и назван Альп-де-Хуэз. Наш спортсмен едет довольно агрессивно. 17-летний француз Прюне Седрик. Велосипед у него Ибис Рипмо. В наших российских магазинах я такой не нашел. Посмотрел на eBay. Стоит в районе 370 тысяч рублей горный велосипед. Но так в целом, конечно, в ценах я не разбираюсь. Вроде как скажут, что серьезный Сколько? Можно Жигу купить, гладать. аппарат, а специалисты скажут, да, Есть дескать, дать что угла. это детское поделие. Но стоимость, конечно, впечатляет. С 2009 года проходит этот Мега Аваланж. И в 2019 году то именно спуск, что мы сейчас наблюдаем. Первое место занял Дэмиен Отон из Франции. Второе, третье тоже французы. И вот первое место 31 минута 49 секунд. У Седрика результат будет в районе 42 минут. Примерно на 10 минут дольше, чем первое место. Здесь, возможно, камней навалили организаторы. Смотри, какие камни. Чтобы замедлить гонщиков, иначе они, конечно, сильно разгоняются. Может быть, попросила об этом страховая компания, потому что взносов на всех не хватает. А на чищенной дороге они разгоняются вообще до каких-то космических значений. Причем даже особо вниз не скатываются. Ух ты. В Альпах, конечно, очень красиво. Чистый снег, чистое небо. Ну, на то это и курорт. Черный спереди оглянулся, видит, что Седрик нагоняет. Чуть-чуть скорость даванул на какая? педали. Но помогает это слабо Прюней. Похоже, будет скоро обходить его. И по внутренней дуге поворота, причем довольно опасно. Мало ли локтем заденет. Едет ниже, где никого нет. Интересное решение Седрика. Ну, с этой трассы он должен быть знаком. В предыдущем году он уже здесь ездил. Да! Обгоняет сразу нескольких. Чел. Молодец. Вполне возможно, мы наблюдаем сейчас становление велоспортсмена с большим будущим. Ой-ой-ой, Всего чуть-чуть 17 он. лет. Уже так уверенно едет. Но обгоняет голубой с оголенными голенями. Видимо, ему там не хватает загара. Убивает двух зайцев одним выстрелом на этой гонке. Шлагбаум подняли. Справа мы видим деревенскую пристройку типа сортир. Довольно большой, просторный. Да Ну, не мы в зайдет Альпах. по-любому в него. Франция. 17 лет, Сейчас прикинь, будет типа. так называемая нейтральная секция. Ни в горку, ни с горки. И по идее в таких горных гонках эндуро время считается только когда едешь вниз с горы. На нейтральном участке время не засчитывается. Бля, Этот смотри, он участок топит. обязателен к прохождению, но на время не влияет. Однако Седрик все равно спешит. Либо в Мега Аваланж особенные правила, где считается все время суммарно,
либо Седрик хочет, чтобы на участках вниз с горы перед ним было поменьше толпы, ему было посвободнее. Слева мы видим последний клочок снега. Задышал уже тяжело. А дальше Я аж прям камни чувствую одни. в своих легких, сидя в комфортном кресле. Ну как комфортно? В геймерском, конечно, кресле. Насколько это может быть комфортным? Видно по теням, что Седрик периодически усиленно крутит педали, хоть и едет вниз. Ускоряет немного переднего таксиста с шашечками на футболке. Видели, Бирюзовый там решил передохнуть. Видимо, на время ему все равно, понимает, что ехать еще далеко. Возможно, переоценил свои силы. А наш Седрик, однако, Что вы едет делаете? на скорость, Что а вы мы вообще наслаждаемся творите, его чуваки? мастерской гонкой. Смотреть одно удовольствие, честно скажу. Есть в этом некая медитативность, хотя только начали. Минут через 10 я предрекаю, мы вообще погрузимся в некий транс. Вы прикиньте, они же еще в горах лупят. Там же и дышать тяжело, по идее. Ты представляешь, с какой высоты они едут? Скатились довольно низко, до зелени. Зелень Смотри, здесь перепады обильно какие. удобрена предыдущими райдерами. С 2009 года мега-аваланж проходит по этой трассе. Тропинки Жесть. довольно узкие, даже как-то страшновато. Справа мы видим Слушай, это какой же призовой фонд должен быть, чтобы люди так рисковали люто? одинокого мужчину, стоящего на горе. Пытается найти здесь грибы. Мельком заметил его грустное лицо. Видимо, пока ничего не собрал. Пока что Седрик даже не пытается обогнать таксиста. Нет пойдет. развилок, нет необходимой ширины пути. Видимо, выжидает чего-то. Здесь можно было попытаться, но было рискованно врезаться в переднего красного. И сейчас кто-нибудь упадет. Ну, подождем следующего этапа гонки, где будет пошире, больше возможностей. Маленькие точечки далеко впереди. Видим райдеров. Думаю, это те, которые в начале самом не падали. На Ну да, мне скользком кажется, это вообще склоне. отморозки. Я предвкушаю участок гонки пониже, когда будут, ну не то чтобы джунгли, леса, насыщенные зеленые. Видите гору впереди, как она красиво смотрится. Давай живее, говорит Седрик. Эти горы сейчас Жесть. коричнево-бежевые А с если камнями. камень под колесо попадет? Интересно, конечно, да, но по красоте, по эстетике видеоряда спасает только голубое небо, конечно, ну и скорость. В лесу, я думаю, будет вообще прекрасно. Едут ребята быстро, булыжников под ногами, гигантское количество, еще и прыжки. Не мега высокие, конечно, но все равно страшно. И что это за Чуть-чуть не камень? упал. Кто его здесь положил? Ну, опасно же. Даже как-то страшно за ребят. Ну что классно, здесь не таймлапс, не ускоренное, без монтажа. Ребят, я прошу прощения. Вы вообще себе представляете? Вот вы посмотрите, какие глыбы лежат острые. Вы представляете, если эти люди упадут, а у них же толком вообще ничего, у них типа нательников, шлем только. Ты представляешь, как они поломаются жестко? Цельный 40-минутный экспириенс, в котором мы переживем, ну, конечно, вообще только в визуально, шоке просто. к сожалению, сразу несколько Я климатических очень хочу зон. посмотреть. Думаю, это Уже смотри, уже зеленая трава, они по льду ехали, то есть они с гор уже спускаются. крайне любопытно посмотреть, как они постепенно превращаются одна в другую, переходят, трансформируются. Я чуть-чуть скорость Я уже, побольше если поставлю. честно, даже несколько запыхался, глядя на такой видеоряд. 1.25, Хотя, казалось бы, чуть-чуть я просто побыстрее. сижу, говорю, даже не кричу. Заканчивается относительно чистая тропинка. Этот отрезок сменяется камнями, чтобы немного замедлить участников. Искусственное регулирование скорости от организаторов, насколько я понимаю. Они навалили здесь камнями. Плюс в некоторых местах видны кирпичи, которые оставили сами гонщики, тем самым улучшив снижение скорости на этом отрезке. Вернуть? Я задумывался над тем, что, может быть, эти мелкие камни лежат здесь натурально, но каким образом Блин, ну они да, здесь залипательная тема. образовались, не совсем понятно. То есть у нас идет зеленый участок, идет тропинка, и вдруг И некая ты посмотри, они в горку идут. Из горки и в горку. Они же не всегда прям чисто с горы идут. И мне кажется, что это было создано искусственно. А вот таким образом уже выглядят натуральные формации Жесть, камней. смотри, сейчас если влево он упадет, что Справа будет? мы видим шторку раздевалки. Мужчина загорает.
Еще один довольно-таки ровный участок. И вот спереди, видите, склон заканчивается. Возможно, сейчас пойдут какие-то мега скорости. Высота-то Будет ли какая, да? возможность обогнать таксиста и красного? Такси, кстати, сменил колею. Там их бывает несколько. Вот еще одна возможность на обгон. Седрик пытается иногда, да. Но пока что не хватает ему силы скорости. Таксист, однако, пытается, смотрите, аж по тропе. Не по тропинке, и обгоняет он красного. Красный, возможно, дал себя обогнать, чтобы избежать столкновений. Вот она пошла скорость. Аж ветер шумит в ушах. Как же хочется лично мне самому проехаться там. Офигеть вообще. Но, конечно, страшно. Какая Скорость красота, надо да? будет снижать. Значительно медленнее, чем эти, дорогие господа. И вот уже буквально недавно, только что мы ехали в каких-то мега каменистых горах. А на экране Скорость уже жесть сейчас. зеленые, крайне красивые склоны. Я такое видел только на картинках. Вот, кстати, пацаны, поворот, тормози! созданный для того, чтобы снизить набранную скорость участников. Видел я такое на картинках Швейцарии, что, дескать, вот посмотрите, какая деревенька в Швейцарии с мега красивыми горами. Но там, правда, во многих таких фотографиях выкручена насыщенность, чтобы цвета казались ярче. Как мы видим сейчас, под палящим солнцем трава выглядит не такой кислотной, ну, как в жизни. Но все равно, конечно, приятно. Еще одно место с камнями, но там же рядом были и крупные, Блин, скорость и мелкие. жесть. То есть, мне кажется, здесь натуральная эрозия произошла. Вова, осуждаю тебя. Не искусственное насаждение камней. Вертолет аж задом летит, нифига себе. И я разумом понимаю, что это, скорее всего, стандартная процедура, но как это забавно выглядит на видео. У меня такое ощущение, как будто я вообще впервые вижу, как вертолет летит задом. Ну, за исключением игр, конечно, типа GTA, где ты сам это периодически делал. Но впереди, что мы видим, это просто отдельно Офигеть. стоящий коттедж для съема, для туристов. Называется он Альпсхаус, ну типа дом в Альпах. На Google картах у него есть один 5-звездочный отзыв, правда, без текста. Может, сам себе поставил, не знаю. Но если бы сам себе, наверное, написал бы хоть что-то хорошее. Слева там двухъярусная веранда со столиком, с одним, правда, всего. Быстрее, говорит Седрик, поворачивает налево. Спасибо, говорит Седрик. Вот сейчас опасная ситуация, касание локтями. Седрик Хорош, здесь опережает. обошел. Довольно резвый спуск вниз, слышен даже скрежет тормозов. Судя по вздохам Седрика, участок тяжелый. Обещают некие развалины то ли старинного замка, то ли просто недострой олигархата. Во Франции, кстати, смотрите, на неком пятачке найден был чернозем. Можно выращивать здесь рожь, пшеницу. Маловато, правда. Едет Седрик всего 12 минут. Блин, Впереди такая еще залипательная полчаса тема вообще. по пересеченной местности. Тяжеловато. Кстати, чем мы ниже, тем краски становятся ярче. Кстати, интересно, кто знает, напишите, как вообще организовались эти тропы. Их же как-то протаптывали, да? Ведь Подожди. не велосипедами же. А вот там вот, смотри, там внизу лес. Это сейчас что, они реально в лес заедут? Спецаппаратурой А выкорчевывали как по лесу, траву подожди? и уплотняли поверхность. А как по лесу? Довольно высокая скорость уже у наших участников. Ждем искусственного снижения, какого-то препятствия И от тропы тоже? организаторов. Нужно что-то. Слева, кстати, маленький городок. Ух ты. Не смотри, говорит. Там есть аэропорт. Там есть вертолетная площадка. Причем она почему-то подписана как военная база. Военная вертолетная площадка. Тот кусочек, что мы видим, это в основном коттеджи. Есть супермаркет. Большой гольф-клуб. Красный выдохся. Впереди красный Ксавьер. Красный топил и все. Не дает проехать Седрику. Седрик говорит, ну давай, ну как-то побыстрее. Да, спасибо. Таксист тоже не сдает темпа. Марсельское Довольно такси. выносливый молодой человек. Фамилию прочитать, наверное, можно на стоп-кадре. 210 номер. Некий хуторес вроде. Возможно, с Украины. Согнулся в аэродинамической форме, но педали крутит, как будто немного даже уставший. Такое ощущение, что Седрик его обогнал бы с легкостью, дав он путь.
И путь он дав. Хорош. Седрик молодец, наконец-то опережает Дожал, и красного, и таксиста. Слава, как говорится, да, Впереди здравствуйте. еще несколько Слава есть в участников. чате, нет? Слава есть? Полагаю, у Седрика есть амбиции Слава, здорово. обогнать и их тоже. Ох ты, резкий поворот какой. Как раз таки вот они, искусственные ограничения скорости для участников. И может быть даже небольшая возможность передохнуть, перевести дух. Блин, Хотя, вертолет не очень знаю, круто если здесь нужно зависает. постоянно притормаживать и резко набирать скорость на коротких участках, то, конечно, перевести дух здесь особо не получится. Вот он, путь вниз, по теням видно, что Седрик усиленно крутит педали даже на ускорениях вниз. Справа красивая горная речка. Что ж там за Водопадик, тормоза-то у них? чистая альпийская вода Брэмбо, для чешо? посетителей этого курорта. Вот они, кстати, там свистели. Стоят, видимо, да, не знаю, что проходит гонка Мегаваланш. Стучат по пустым кастрюлям, говорят, помогите нам хоть кто-нибудь. Связи нет, передайте, нам нужна еда здесь. Но у нашего Седрика своих забот полно. Вот пошел нейтральный участок, да что нейтральный, даже с небольшими подъемами. Седрик и так-то немножко запыхался, ну хотя, конечно, вынослив должен быть. Но мы-то до конца видео этого не знаем. Я вначале только спойлернул, что он придет 13-м из почти 1500 участников. Вот здесь на возвышении даже чувствуется Слушай, ты прикинь, сколько народу... небольшая боль у меня. Ты представляешь, сколько народу выпилилось в самом начале? Ты представляешь, сколько людей попадало, поломалось? Слушайте, надо посмотреть эту гонку. Там же у них есть какая-то статистика. Ради интереса гляньте, напишите в комментариях или сейчас на стриме. Сколько народу выпиливается на этой гонке? Это же, наверное, травм получает, я не знаю, там 1 миллион человек. Там, наверное, треть точно отлетает. Там доезжает, наверное, процентов 20-30 всего. Кто-то пытается запрыгнуть в проезжающий мимо велосипед 70%. и падает с обрыва вниз. Вот здесь, я думаю, потрясло его. Интересно, насколько крутые амортизаторы стоят в таких горных велосипедах под 400 тысяч рублей. Наверное, неплохие, но в целом ступни должно отбивать, я думаю, по таким камням. Впереди левее ресторан Ля Кабане. Суп луковый французский. 385 человек упало, Лех, в самом начале. 15 человек сломали себе что-то. 385 человек. С сыром гратен 13 евро. Ой, опасная ситуация, нашего обгоняют. Подпрыгивают аж там. Амортизаторы действительно хорошие. Уровень оборудования несколько другой, чем тот велосипед МИС 5000, который я покупал когда-то 1000 за 7 рублей. И периодически ездил на нем к теще. Ну, на поребрик можно нормально заезжать. Правда, нужно приподняться на сиденье, конечно, чтобы не отбиться. Я просто, украинский в идеале знаю. Поребрик — это, кстати, бордюр. Это еще не все. Запинка — это барабанная дробь. Остановка. Также в ресторане Ля Кабане рыба в пятницу 20 евро. В субботу домашняя лазанья тоже 20 евро. Ну, зупинка, ладно, ну что ребра начать? приходите по средам. Так, Седрик начинает что-то ускоряться. Видимо, думает на этом промежутке более-менее ровном обогнать. Одного собирает, может быть, второго. Второй резко закрутил педали. Этот спортсмен тоже не лыком шит. Кстати, чизбургер 23 евро. Там, в Ля Кабане. Да, я все еще хочу есть. Сколько? Даже в такой опасной ситуации. Спасибо, говоришь, что пропустил. Такой чизбургер 23 евро. Сейчас это 1900 рублей. Ну, курорт, видимо, довольно высокого уровня, хотя не мега высокого. Опять же, дорого сюда. Я себе дома бутер, знаешь, какой за 23 евро накручу? Двойное, порви хлебало. Оттуда, как стройматериал, это довезут коттеджи строить. Да, есть. По серпантинам все. Седрик дышит еще тяжелее, чем ранее. Гонщик впереди оглянулся, посмотрел, где он там. Не обгоняет ли? Видимо, понимает, что сбросил темп сам. Чувствует опасность от Седрика, но Седрик запыхался немножечко. Вот довольно медленный перегон, смотрите. Впереди райдер, Всё. один аж слез. С него Всё. хватит уже. Всё, Но Сережа. если здесь по правилам эндуро идет, то тогда на нейтральных переходах
время не считается. Но тогда почему остальные не отдыхают? Я думаю, на Мега Аваланж все-таки свои правила, что считается общее время. Иначе Седрик бы так не напрягался. Дал бы себе возможность отдышаться хоть немного. Да не, ну это жесть. Скорость опять немного нарастает. Но они тоже, видишь, Интересно. все вот. Ну что, то люди тоже. Ну, все. кстати, как мне кажется, необходимое уточнение, потому что так-то из видеоряда сразу непонятно. Зимой здесь все лежит под снегом. То есть горнолыжный курорт полностью белый. Это сейчас здесь зеленая трава, можно ездить на велосипедах, а так катаются на лыжах. Вот справа двое молодых людей ждут, когда можно будет перейти дорогу, когда зажжется светофор. Снова вертолет, тут как тут. У меня предположение, что вертолет здесь используется для оказания срочной медицинской помощи. Но я надеюсь, она не понадобится, Мне конечно кажется, же. съемки. Так, обгоняет наш Седрик одного. И вон он, самый этот дерзкий гонщик впереди. Педали-то не крутит, на что-то отвлекся там. Дает шанс нашему нагнать его и серьезно нагнать. Но, правда, на таком расстоянии мы уже от него были. А правее, возможно, Седрик не решается идти из-за людей, которые там. Ну вот сейчас людей нет. И что же Седрик? Не, ну может быть он пытается использовать эффект слипстрим, эффект воздушного кармана от впереди едущего гонщика, чтобы уменьшить трение об воздух. Но достаточно ли площадь объекта впереди для того, чтобы создать этот Да эффект? не маленький. В автомобилях я могу понять, здесь же. Но раз уж он так держится постоянно позади него и даже не пытается обогнать сейчас, возможно, он его ощущает прямо на себе, и это дает ему возможность немножко передохнуть. Ну они Установить очень тонус в крутые, эти мышцах. ребята. Впереди автомобильная стоянка Фонтен де Путрон. Ой-ой-ой, подрезал. Дескать, 2 столика для пикника и великолепный вид на Альпы. Вот он. Но сейчас здесь, конечно, машин Крысич, гигантское режу. количество, потому что Ля. они приехали сюда покушать, попить чай и посмотреть на участников Мега Аваланша. Ой, опять в горку, а? Чувствую, прям чувствую. Слышишь Ля. этот звон? Это французы так мешают ложечками сахар в чайных чашечках. Культура такая. Ну что, Седрик, Прюне, 17 лет, давай поднажми немного справа. Кстати, смотрите, решетка канализации. Удивительно, что в Альпах есть Там провал в ад сразу напрямую. определенная система канализации. Да, понятно, для того, чтобы туда стекал растаявший снег. Но для меня, вот прямо сейчас я это только увидел, для меня откровение, что в горах вообще у них там такое есть. Ну, на курортах, может быть, это Она ему что, лифчик свой дала? Прекрасный вид спорта. полосу. Возможно, я Куда ты предположу, бежишь, что дурак? это значит Маска где? Ай да, маска где? А так вот едешь так, маску, да не? Как в этом. Как в этом видосе. Ай да, маска. Маска, айда. И маска. И этот без маски как дал. половина трассы. Ну, потому что 20 минут прошло, 20 минут еще впереди, наверное. Уйди с дороги! как отмечают. Стоит! Люди, конечно, усиленно пытаются мешать нашим участникам, ну, как-то принять участие в гонке, при Кончено. этом не напрягаясь 40 минут с горы. Уйди с дороги, спускаясь. лысый! Выглядит, конечно, диковато. Один даже увязался. Ну, долго не пробежит так. Нет, долго ты так не пробежишь. Может быть, попытается залезть на велосипед. Сейчас говорит, увези меня отсюда, не оставляй здесь. Укуси меня, пчела! Прикинь, дура. Дура. Вертолеты к нам не летали уже 3 недели. Нет, Седрик все-таки отрывается от толпы. Видно, руки расставляет так, чтобы подмышки проветривались. Грамотное решение. Ух ты, передние, кстати. Уехали уже далеко, а Седрику немного не хватает сил сейчас. Что же Как делать? Обращаю ваше Не внимание, лезь, что виды дебил! становятся все краше и краше, чем дальше. Блин, я мы лес идем жду. по пути Мега Аваланша. Я жду Опять лес. в горку тропинка, мне уж больно на это смотреть. Я на самом деле говорю довольно спокойно, не кричу, там не интенсивничаю, но я уже устал. Ай, люлю. Предупреждает Седрика в своем обгоне. Цигель, Прям цигель, на самом люлю. деле очень сильная Отъедь! эмпатия Ля, складывается Крысич! с райдерами. Ой, как плотно здесь. Ой, черти, Хоть и а! предупреждает Седрик, но желтый, вот тот с желтыми рукавами, молодой человек его не пропускал. Но Ля, обогнал Глэк! его Седрик все-таки.
И сейчас идет довольно быстрый, интенсивный маршрут, интенсивный отрезок. Очень красиво смотрятся горы внизу. А какие виды! Мимо едешь, рядом с этой херней бежали. Вот это вот, которые стучат. Мимо едешь просто. Никто не пропускает в переднее колесо. Молча так. Звук такой. Вертолет зависает довольно низко, опасно, лопастями можно ведь и обезглавить нескольких райдеров. Ну, может быть, это все включено в страховку, потом окупается рекламными контрактами от таких роликов, от продажи их в Даркнете. Вот оно, еще один искусственный тормозок, островок на трассе. Ой, какая красота! Мысли аж путаются, у меня реально мысли тормозок в голове. Мысли путаются от этого чистейшего горного воздуха, давления. Внизу мы видим Виллар-Рикюла, французская коммуна. Население на 99-й год 57 человек всего. Зачем столько домов, да? Ну, видимо, сдают коттеджи и еще один курорт горный. Живут, я думаю, они там неплохо. Это вот, так сказать, типичная русская деревня там внизу, только во Франции. А дорога, ведущая в эту коммуну, называется Route de la Confession, то есть дорога признания. Это прям настоящая багетная романтика, дорогие друзья. Очень красивый сейчас был эпизод, отрезок на дороге со стенками слева направо. Мне нравится. О, деревья пошли. В таком небольшом туннеле проехал. О, слева все-таки поставили ограждение. Деревья. Видимо, с 2009 года мега-аваланж проходит, да кто-то оттуда сваливался неоднократно. Судя по всему, потому что сверху в горах ребята не сваливались, ограждений просто не было. Возможно, экономически неэффективно их там выстраивать. Здесь-то люди живут, все видно, а в горах, если кто-то пропадет, снегом запорошит, так вроде как бы все, мы не знаем, где он. Ух ты, какое узкое место сейчас было, увидели? Я ж дернулся. Вообще. Похоже, что дорога переходит все-таки в лесную зону, о которой я вначале еще упоминал. Но я так попроматывал видео, я видел, что она должна быть. Так полностью я еще не смотрел, поэтому всю эту красоту вместе с вами, дорогие зрители, смотри, обрывы испытываю впервые. Свежие впечатления. Ну а какие впечатления? Одни восторги на самом деле и энтузиазм. Желание просто смотреть и наслаждаться видами. Все низковисящие ветки здесь должны быть, по идее, срублены, срезаны, потому что иначе удар по шлему, даже по стеклу, все равно гонщик, соответственно, может резко дернуться, свалиться. Ветки некоторые висят и довольно-таки близко к их голове. Много висит, кстати. Но, возможно, так кажется, потому что камера должна стоять на шлеме чуть повыше. Поэтому ветки низкие должны быть еще выше и, по идее, шлема не задевать вообще. Но смотрится довольно опасно. Скорости, кстати, гигантские, еще больше как будто стали. Над обрывом так ездить нужно иметь так называемые большие кахонос. Кстати, если у вас большие кахонос, то просьба обратиться к врачу. Возможно, это может развиться во что-то неприятное. Лес этот идет через горы довольно плотно. И впереди, как лес заканчивается, начинается лес-сабль. Некая коммуна или поселение, даже не знаю, но там у французов какие-то поля. Чем засеяны, непонятно. Ну, может быть, пшеницей. Может быть, и более запрещенными культурами, но прям целые поля за этими лесами расположены в следующей низине. Ну, кстати, там неподалеку есть еще разводник. Ты представляешь, на такой скорости в дерево зайти? У кого большие, кстати, тоже там лайк поставьте. Не поленитесь. Так что, возможно, поля как раз-таки оливковые. Дерево это сразу любят французы оливки свои. Я вот, если честно, не особо люблю, но когда они на дешевой супермаркетовской пицце, уже такой подсохшей, ну, в принципе, можно их терпеть, более-менее не особо ощущаются в общем вкусе. Ох ты, ветки видели? Ветка вот прямо сейчас по шлему ударили. Плеснула. Опасно. Организаторам следует, мне кажется, обратить на это внимание, пока никто не пострадал.
Не, ну возможно, бывалые райдеры лесные скажут, так а что там ветки? Ветки везде в лесу, от этого никуда не денешься. Да, конечно, я соглашусь, никуда не Да, денешься. конечно. Но на таком серьезном мероприятии, имеющем большую популярность... Ладно, я, возможно, докапываюсь до мелочей, конечно, да. С другой стороны, надо что-то говорить. Я бы хотел просто смотреть. Мы проезжаем мимо некой коммуны, то ли хиппи, то ли просто людей без определенного места жительства. Возможно, французские грибники. Желторукавный райдер все спереди напрягает нашего Седрика. Никак его не обогнать. Ну хорошо, хоть таксист остался позади. Ну и не к тому, что хорошо хоть, но он довольно долго маячил впереди. Его обогнать удалось. А вот желторукавный — это соперник посильнее. Смотрите, как резво уходит вперед. Седрику нужно такое ощущение, как будто у него мотор есть. Возможно, рискнуть в паре мест, хотя рисковать, конечно, не надо. Вот оно, справа Лесабль. Там, где эти поля оливковые. Чем дальше, тем природа красивее. Да, конечно, горы обладают своим шармом, но вы посмотрите только на это. А этот, помните, да, начинали вообще с лед, снег. Пипец, уже в лесу едут. Тот это который впереди, с жилеткой с надписью «Скотт» внизу. Здесь, я думаю, во мне очень сильно говорит ностальгия по давним временам, когда я в деревенской сельской местности по таким же дорожкам, с такими же деревьями ездил на велосипеде с другом. Куда глаза глядят. Ни одной души вокруг. Сюда! Ну смотрите, Седрик, кстати, восстановил дыхание. Особо не слышно, при этом крутит педаль настолько мощно, одного обогнал. Скорость высокая. Но где тот, который Смотри, впереди? скорость. Он еще эффективнее работает. Надеюсь, удастся его догнать и обогнать. Седрик молодец. Опять пересеченная местность. Что-то он там кряхтанул немного. Ох ты, скрежет тормозов. Корни! Дерево! Резкие повороты. Резкое сбавление скорости. Опасно здесь. Вроде прошел. И довольно быстро, эффективно. Может быть, можно было быстрее. Но хотя бы без падений, уж извините. В начале 2 было из-за скользкого, да. Ну, это ладно, это мы опустим. Ух ты, какая красота! Ну что, хотя у нас такие места тоже есть. Даже не в горной местности. Но, правда, без таких гор на фоне. А так, да, мне кажется, Тормоза там в лютые, целом да. природа на русской, так называемой, ну как сказать, провинции, глубинки, да. Это оно, я думаю, каждый из нас хотя бы в детстве такое видел. А где этот-то Ну, вертолет, конечно, что ли, сел? большого мастерства и контроля требует вот эта пересеченная местность в лесу, такие повороты, постоянно держать скорость, постоянно держать сосредоточение на дороге, на ее искривлениях, куда... Блядь, мне очень интересно, что там за тормоза. Велосипед, это не машина, это не мод. Тоже, наверное, какие-нибудь заряженные. Какие-нибудь, наверное, фирмы есть крутые. Я не думаю, что там Brembo какие-нибудь стоят. Ехать все-таки тоже же надо соображать, хотя бы куда ехать-то. Не, ну 360 тысяч велик, ну, конечно, там будут какие-то конкретные. Там или диски, наверное, стоят, скорее всего. Может, даже гидравлика, да, хрен его знает. Потому что многие места здесь, как я вот смотрю, чувак! сразу они не очевидны. Может быть, мозг у меня, конечно, уже поплыл, наблюдая это в пространстве. Ух ты! Молодец какой, срезал, даже рукой что-то показал, дескать. Давай за мной. Придется его обгонять заново. В этом видео как будто несколько в одном, да, то горы, там где снег, там где камни, где луга и поля альпийские, леса. Ух ты, как быстро пошло, а? Аж страшно. Стены стволов слева, справа создают такую вот скорость прям. Скрежет тормозов. Вздохи Седрика добавляют саспенса, хоррора, интенсивности к этому спуску на серпантине. Какой он длинный, а? И вот если 20-30 таких поворотиков будет, вот эта усталость уже будет. Ноги деревенеют там, наверное. Вот Блин, уже не просвет представляю. среди крон деревьев. Рассчитываем, что будут какой-то более-менее ровный уже промежуток, спуск вниз. А вот здесь мог бы быть монтаж, кстати, заметили, да? С ладонью. И хопа, и мы уже внезапно на каком-то ярком, насыщенном отрезке. Но я думаю, возможно, камера просто перенастроила свои цвета, поэтому... Слушай, да, прикинь, тормоза откажут. Бля, ты представляешь, там какие есть обрывы? Там же вообще атас, там же ни матов, ничего нет, там ничем не загорожено. Ты представляешь, на камне вот так вот вылететь? Если вы говорите, они по лесу едут
35-40 километров в час. Ты представляешь, как он выпилится жестко? Сплошная пригорок! Яха! Седрик из последних сил пытается нагнать и даже получается сократить ему расстояние с этим желторукавным. Это не тот самый, который тот, да. Но и этот после того, как нашего Седрика обогнал там, срезав на холме и показав что-то рукой, тоже стал уже целью номер один для обгона. Надо бы. Очень красиво смотрится здесь справа горы. О, Справа горы, как хочется там побывать. А еще и таксист обгоняет. Сюда, сейчас. милейший! Тот самый таксист все-таки черт! сэкономил как-то силы, крутя педали. Это Ну, что кстати, такое? напряжение у них уже по движениям ног, что педали крутятся, конечно. Уже тяжеловато. Вот смотрите, Милейший! впереди едущего на сгибах Светлейший! ног указаны иксы. Резать здесь. По идее, по выезду с этого холмика, с этих лесов, должен быть пункт Леплан на берегах озера Додоль. С кемпингами, с кафешками и прочим отдыхом. Блэкджеком Вот или... справа иногда виднеется это озеро Додоль. На другом берегу озера находится коммуна Альмон. 765 человек. Находится в округе Гренобля. В округе Грено что? В округе Гренобля. Первые поселенцы Чё, здесь бля? построили свои дома еще в средние века. И до недавнего времени в основном там были фермеры и скотопасы. Ну, кстати, во времена Луи 13 и Таксист 14 там даже были шахты. В основном медь и серебро, и немного свинца. По слухам даже, может придумали, конечно, но по слухам даже Наполеон III оставался в отеле коммуны Альмон. Сейчас же в этих шахтах, наверное, обитают только какие-нибудь мега-зомби и привидения, а вся коммуна живет исключительно на туризме. Ой, как Ух, сейчас узенько они по натянуто асфальту. здесь, да. Седрику тоже это не особо нравится. Очень узенько. Прям, Не да, реально совсем узко понятно, сделали. зачем. Вот это решение, может быть, кто-то знает и напишет мне, я прочитаю практически за все прикол? комментарии, дорогие друзья, да. Но решение странным, как будто райдеров прижимают к одному боку дороги. Ну да, это фактически так, но в чем цель? Может быть, чтобы не было опасных попыток обгона с толканием локтями. Хотя вполне возможен вариант, что таким Они и так образом просто толкаются. оставляют место для более-менее безопасного перемещения местных состоятельных жителей и туристов. Ну, чтобы всю дорогу не перекрывать под мегаваланш. Слева на возвышении проехали апартаменты, коттеджи. На неделю такой зимой снять стоит 550 евро. А летом 560 евро. Если же нужно просто место на постой, то в день без еды 22 евро. Ни одному интересно, он наугад шпарит или нет. Выглядит, судя по фотографиям, внутри довольно солидно. Называется «Ля Сарданье». Если Сарданье в гугле ввести, прям так и есть. Как переводится, неизвестно. Но, видимо, какое-то имя собственное. И там можно посмотреть фотографии этого жилья. Нет? Спускается к коммуне Альмон по холмику Ле Травер. 20 евро это не так, типа, много. переводится как «сквозь». Но насквозь не едут, приходится по серпантину постепенно снижаться. Дыхание у Седрика частое, педали, видимо, крутит интенсивно. Жаль, мы их не видим. Ну, примерно представляем, как это выглядит по другим Ну да, типа, это не это реально, ну, ребят, это недорого. Для, извините меня, такого места 20, там, ну, даже 30 евро. Не, 520 евро, ну, конечно, это много. А, типа, этот... Асфальтовая дорога Ле Пантаньер, Ле Бюре. Какой-то с понтом пюре. Я под все эти разговоры, конечно, есть захотел. Начиная еще с того горного ресторана Ля Кабане, заканчивая коммуной Альмон с их заброшенными серебряными шахтами с кучей сокровищ внутри. Стоит они дорого, но лезть за ними опасно. Там, наверное, живет своя французская коммуна в духе тех существ в фильме «Спуск». Может, смотрели там, где девушки с... Бля, нафиг этот фильм «Спуск». Я помню, по-моему, какую мы с вами первую и вторую часть смотрели. Это вообще забейте. Кстати, посмотрите, кто не смотрел. Такой трэшевичок, но интересный. Интересно, можно так на разочек глянуть. Чисто на разочек, ну как... Ладно. Смотрите, как напрягаются, едут довольно быстро.
Учитывая, что здесь особо наклона не было, вот сейчас пошел только какой-то наклон. Тормоза, возможно, стоит бы подсмазать. Здесь Чем? уже видно, зона Соплями? довольно-таки обжитая. Мы все ближе и ближе к цивилизации. Хотя, конечно, в Альпах, на горнолыжном курорте, как мы видели, цивилизация практически везде. Просто выглядит натуралистично, природно. Но здесь не Довольно обогнать. красиво. Испытываю ли я некие эмоции, что ни разу в жизни хорошо за 30 годиков там не побывал? Ну да. Из-под колес уже начинает подниматься какая-то адская пылища. Я надеюсь, что нашему Седрику в глаза она не попадает. Ага. Но было слышно, что он как будто даже несколько возмущен. Я слышал, что пыль, что у нас в квартирах, это, дескать, чешуйки кожи, частички кожи. Ну, чешуйки у тех, кто рептилоид. Такие среди нас, я тоже слышал, ходят. Здесь же смотрите, сколько пыли. Это ж сколько чешуек кожи упало здесь. Огромное количество. Ну, стоит подождать, ехать осталось немного. Последний серпантин, вроде как, насколько я помню, эту трассу по карте. И выезд на асфальтовую дорогу. Не, ну там, конечно, тоже надо будет поездить, да, но до финиша будет уже Полился. недалеко. Мне кажется, можно утверждать, что Седрик едет в компании хороших спортсменов и сам покажет хороший результат. Ну, то есть мы это, конечно, знаем уже заранее. Но, как мы видим, не было никаких эксцессов, никаких происшествий, никаких аварий. Все едут в едином скоростном темпе, практически его не сбавляя. То есть, по сути, на видео запечатлено одно из топовых прохождений мегаваланша. Так, резкий поворот. Въезд куда-то в темные кусты. Прекрасная аллея, смотрите. Романтика. А тут в темных кустах мужик в плаще. Оу май. Хрена у кого-то по огороду проехали. Опять Седрик бьет по камере, приводит нас в чувство. Скорость увеличивается, уже хорошая дорога. Сейчас как будто немножечко в горку. Блин, когда в горку, опять у меня заныло все. Легкие, бронхи, голени. Даже почему-то ступни. Обгоняет Седрик. Последние волевые по ходу движения. Смотрите, даже говорит. Вниз. Ускорение. Давай, Седрик, видимо, немного осталось. 17 лет, конечно, но зато прожил, так сказать, по полной. Тропинка все уже. Локтями там, наверное, задевает об листву. Тормозится немного. Аэродинамика портится. Люди опасно близко стоят к таким скоростям. Ой, страшно. В конце трассы гонщики-то уже, ну не сказать, невменяемые, конечно, нет. Да, но они близко все, конечно, к тому уже. могут сделать непреднамеренное движение, поплыть. Ох ты, по мосту даже металлическому проезжаем. Раньше такого не было. Эта трасса вот реально очень разнообразная и интересная. Мегаваланш. Впервые я ее смотрю. Может быть, будем смотреть еще раз. Это 19-й год, один из гонщиков. У них есть еще квалификационные маршруты попроще, но тоже с высоты вниз, с большим перепадом. Но короче, раза в 3. Какие же у них там хорошие ухоженные дороги. Слушай, ну впереди тоже топит ДБЖ. Ты представляешь, вот так вот нон-стопом 40 минут крутить педали? Там тоже что-то подобное. Уже Я лайк опустился поставил. полностью на руль Седрик. Надеюсь, добавят это ему аэродинамики, чтобы Сейчас просто уже на характере, мне кажется, они уже ничего не понимают. расстояние между ними О, финиш. снижается, но как будто до финиша остается немного, совсем чуть-чуть. Все-таки, наверное, не обгонит. Вот он финиш. 13-й результат из 1400 участников мегаваланша. Дорогие зрители, я желаю вам здоровья, добра, любви, процветания и когда-нибудь испытать такой же экспириенс спуска с горы. Спасибо за внимание. До свидания. Слушайте, ну как по мне, огромное спасибо Юрию, The Professional. Слушайте, это Здравствуйте, мои было дорогие зрители. очень мощно, очень круто. Ребят, пишите в комментариях, какие еще видосы посмотреть. Это прям очень мощно и мне очень понравилось. Так что палец вверх, встретимся дальше.